Друзья, всем доброе утро. Третий день нас полощет. Ветер не сдается. Погода тоже не меняется. Холодно. 10 градусов где-то. Еще на градусник не смотрел. Ну, примерно так. Ну, ровно 10 градусов. А? Ровно 10. Теплее? Теплеет, да. О, 9,9 уже. Холодает? Холодает. Да. Ветер холодный. В общем, такая вот хмарь. Все затянуло. Пойду я пить чай. Это очень холодно. В перчатках, в шапке в теплой. Все кофты надел. О, холодрыга. Роман с утра уже инструментом занялся. В такую погоду только инструментами и заниматься. Брусок смастерил себе. Да. Заточенный, точильный. Чильный — это сильно сказано. Это слово на «д». Гренки на завтрак, налетай, пока горячие. О, спасибо. Душевно так. Топор обожди. Тебе куда приснуть? Рано еще? Нет, вот. Благодарствую. Ну что, тест топора? Слегка плотничать уже можно. Но еще надо до ума чуть доводить. Ну уже да, уже сейчас. Ты делаешь бушкрафтерскую палку для розжига костра. Нет, я делаю дубинку-колотушку. Если кому-то кажется, что я что-то делаю не так, можем обсудить. Аргументы и логика. Надо еще фасочку снять. Обязательно. Здесь? Что ты там делаешь-то? Балуюсь. Значит, Вызываю найденная духов. лопата. Вызывают духов хорошей погоды, потому что дождик заколебал. Ну, осталось только это. Либо подрубить, либо подпилить. Колотушка в работе. Нет, ты давай подробно рассказывай. Если вы в тайге и стоите лагерем 2 недели, то я часто это видел. Вокруг лагеря сортир. Белые бумажки, зеленые, розовые, по деревьям такие прилившие. Ну и в принципе можно вляпаться всячески в говно. А если ходить с лопаточкой и так слегка подсекая мох квадратиком с 3 сторон, потом лопаточкой так откладываете сюда в сторону, лапкой прижимаете, и вам в жопу ничего не тычет.
когда вы гадите, вы складываете туда потом все, и так лопаточкой закрываете, вот так вот наступаете, и все удобрено, всем прекрасно, вокруг чисто, ничем не пахнет, такое ощущение, что у вас тут не было вообще. Как-то так. Берите на заметку и пользуйтесь. Пусть леса будут свободны от туалетной бумаги. Как-то так. Life no trace, да? Что называется, попал не глядя, блин. Короче, погода лютует. О, куртка сразу мокнет. К ветру добавился дождь. Вот такой. Почти горизонтальный. Под тент засекает. В общем, немного показал и все, хватит. Разделаем щуку. Кого-то она сожрала. Непонятно, кто это. Ну, немножко, Хариус. наверное, Хариус. Да, Хариус. Хариуса духом. Кишки тоже. Пока подсолим. Давай, я пока щепку готовлю. Будем коптить окуней. Смолы еловой налепил на нож. Или что ты там строгал? Угу. Я старался. А, на лимончик доведем. Домой. Греем вчерашнюю кашу с грибами. И сахарку. Надо сюда ближе. Сидит вообще как улетает. Пускай нагревается. Что вы имеете нам сказать про Вейдерс и Финтрейл? Вейдерс и Финтрейл — это то, что радует меня уже второй, по-моему, год.
потому что приходить с рыбалки сухим это приятно, это комфортно, это удобно. Конкретно вот эта модель снабжена уплотнителями в коленях, поэтому когда я иду и вижу ягоды, я падаю на них, и мне вкусно, мягко, удобно. Вот. Защита из ткани специальной не позволяет им в этом случае порваться, поэтому Fentrail, ну, реально радует. Кордура же, да, у тебя там? Да, там какая-то, ну, слушай, походу кордура, какая-то очень тонкая, просто тонкая тонкого плетения, бывает мощного. Вот, с этой точки зрения пояс не теряется, как от других. Как от других. Да. Карман офигенно, тракторная молния, очень удобная, вообще ни разу не отказывала. Внутренний карман тоже большой, тоже удобный. Очень классная посадка. В общем, у них большой модельный ряд ростовок и прочего. У меня, наконец, не свернутые носки. Вот, бывают очень крупные. Размер ноги, в общем, подошел. Размер ноги, да, почти идеален. Так что все, если ты про Fentrail радует. Бодрит. Баф тоже радует. И этот, и этот. И шапка моя радует, да? И шапка радует. Да, Сатилу всем рекомендую. Легкая, на голове сидит вообще не, дышащая. Экипируйтесь, ребята. Сейчас погода такая, что на воде надо быть закупоренным. Ну и шиманку наброшу сверху. Легкая, вообще невидимка. Вот. Прелесть покрафтной жизни и этой куртки — это застегивающиеся рукава. Их можно очень плотненько затянуть, тогда туда с весла ничего не будет прилетать. Вот так. Вот. Ну, когда совсем ветер и дождь, я перчатки сверху натягиваю. Тогда снег тоже туда течет. Нормально. Но сейчас вроде дождя откровенного нет. Только ветер и брызги. И волна. Волна, блин, серьезная. Но рыбу надо добыть, потому что надо пожарить вкусненько, Засолить. подсолить. Закоптить. Ну, в общем, рыба нужна. Класс. Все, ты готов. Не, ребята, так не пойдет. Я собирался еще со вчерашнего вечера поменять тройник на этой блесне. Пока. Давай, пока. А я пойду коптить рыбу. А потом присоединюсь к нему. Наверное. Рыбу я уже подготовил. Копчение. Палатка стоит у дерева, и вот эта часть неплотно прилегает к земле, поэтому, так как штормит, прижал ее камнями через бугор. С этой стороны у меня маленьким камнем прижато, и вот там лежит бревно, как раз вдоль щели, чтобы не задувало. Вентиляционные окна закрыл. И так хватает. И вот такое бревно. Вот эту щель закрывает. Вот так и живем. 15 минут прошло. Рыба должна быть готова. Опа. Смотрим. Отлично.
Немного остынет и буду снимать. О. Мое рыболовное снаряжение в этом походе. Вейдерсы Аляскан, модель я не помню, служит мне уже 5 лет. Вот так вот. Одежда это уже по желанию. Внизу у меня флисовые штаны, чтобы ноги не потели, термоноски и флисовая кофта и софтшелл куртка. Шапка флисовая, холодно. Значит, ботинки Vision. Пользуюсь я ими уже 3 года. Отличные ботинки. Вот такая куртка тоже от Аляскан, мембранная. Но помимо нее при ловле спаккрафта у меня обязательно спас-жилет. Без него никуда вообще. Вот. Значит, спас-жилет. Вот такая жилетка Vision. Очень удобная. Я выбирал размер, чтобы она сверху надевалась. На спас-жилет. Вот. Отлично, вот все упакован. Так, у вейдерсов есть 2 кармана. Ну, как обычно все. Вот. И маленькие кармашки такие. А нож у меня с собой на вейдерсах. Моя финочка. Такая уже бывалая. На свободном подвесе. Потому что в спаккрафте ерзаешь, и вот она все время елозит, чтобы не было жесткой фиксации. Так. И, значит, поверх всего вот этого я надеваю свою мембранную куртку. Вот. Она отлично тоже застегивается у меня. Вот. Все. Хоть я такой надутый весь, но у меня все под рукой по крафте. В любой дождь раз приманки достал, застегнулся, пока не буду. Так, рукава у куртки тоже, как и у Романа на Шимано, затягиваются. Вот таким образом. Сейчас я это и сделаю, чтобы вода не попадала и не намокала одежда, которая под курткой. И еще я использую перчатки неопреновые разных производителей на самом деле. Но вот это Kinetic, такие уже бывалые перчатки. Вот. Я их тут клеил. Ну, в общем. Но они, главное, тонкие. 2,5 миллиметра всего. Вот, всего 2,5 миллиметра. Отличные перчатки. Вот так их надевают. Заправляю туда вот этот рукав застегнутый. И сверху манжета куртки. Ничего внутрь не выпадает. И отлично сухой весь. Ну и кепочка. Без кепочки не клюет. Готов? Пора на рыбалку.
Роман вот там впереди. Вон он. Должен был ловить вот где-то здесь. Но, видно, снялся с этой точки и отгреб туда. Ловите меня. Привет. Здорово. Как твои дела? Нормально. Сколько наловил жирных щук и окуней? Ну, одного пищевого окуня взял там. Угу. Ловко. Пару щук. Одну слил. Там? Стандартно. Решил переместиться, да? Да я уже давно решил переместиться. Я на самом деле и начал так, как по-дурацки. Я пришел со второго заброса, зацепился Угу. в миляк, там во что-то впорол. Там бревно. Ну, как... Много. Я их видел. Не, ну я не в такой миляк бросал. Дальше глубже. Вот. Думал щуку снять с бровки там. Угу. Снял, блядь. Пришлось плыть туда против ветра, и сейчас не так, ну, сейчас потише. Сейчас потише, я видел, как ты выходил. А ты видел? Нет, ну я видел, когда ты выходил. Ну вот, да, и волна-то сильная, я забросался за спину, короче, против волны со спиннингом, блядь, ну, отцепил блесну, не с первого раза, там, прям несколько раз я, еще и с якорем, потому что якорь некогда выматывать, пока ты будешь выматывать, да ну в жопу, короче, вместе с якорем, боялся, что на якоре намотаю, обошел туда, ну, в общем, вытащил. Ага. Вытащил, и якорь-то у меня болтался, я смотрю, меня не тащит. Ну, я с того места стрелял, несколько окуней мелких поймал. Вот. И щуку поймал. Ай, и все, стал, надоело, пошел на свою стандартную там точку. Оттуда перешвырял кучу разных блесен. В лучшем случае, ну, на мелкий, если ставишь мелкую блесну, окунь отзывается, но такой Мелкий. ладожский. Вот, в принципе, то в коптилку он годен, но я не брал. Ага. Ну, нафиг. Ну, 5 штук у нас там есть. Тем более у нас есть. Ну, да. А, ты закоптил уже? Да, я Ну, закоптился. тем более, ёлка-палка. Я их решил отпустить. Ну, и они так цеплялись удачно, что я их как бы комфортно отпустил. Ага. Потом еще одну щуку снял. Вот, решил проверить, а куда меня с якорем отнесет, далеко ли по этой яме. Не очень далеко. Начал я якорем биться о землю и стопориться. Не очень далеко. Потому что получается от этой травы вот в сторону большого острова кидать и в сторону малого острова. Прям по яме по этой проходишь. Ждать долго, конечно, такая заунывная, такая спала. Да, заброс, и сидишь, считаешь там до 20, до 30. Я понял. Вот. На этом ветру плохо чувствуется, да, приходится считать. Вот. Ну, надоело, думаю, поплыву сюда. О, поставил блесну поменьше, ну вот эту свою стандартную. А сейчас 3, что ли, 4 мелкий окунь задербанил. Вот хочу поплыть в твое гнездо, разорить его. Я тоже туда плыву, разорить этих обидчиков моего покрафта. Да. 2 пулевые раны. Ну ладно, погребли. Грести надо, что там вытащить? Роман прет окуня. Этот повеселее хоть? Лучше ты его, но все равно малек. Короче, сидим душим окуней мелких. Больше ничего не клюет. На падении начал долбить, прям на самом выбросе взял. Ага. Надо дождаться, пока блесна упадет на дно этой здоровой глубокой ямы. Во. И начинать подмотку. Вот такая у нас рыбалка.
вернулись обратно. Окуни мелкие, вымучиваешь их. В общем, достало все это. Рыба не активна совсем. Вот так, и дождь только что фигачил, как из ведра. О, Роман, весь насквозь промокший. Ладно, надо влаги. Есть очень охота. Что-нибудь горяченького, чай попить. Все. Сейчас быстро вскипячу чай. О, с воды вылезли. Все мокрые. Надо попить горячий. Мелкие еловые ветки и сосновые. В общем, костер потух, быстро развел. Вот. Кипячу. Я сходил за водой, и теперь у нас в ведре аквариум. Вот. Попался какой-то малек рыбы. Скорее всего, это гальян. О. Рыба. Аквариум. Вон он. Вижу. Черпанул. Золотая рыбка. Давай вот это. Облачка такие, знаешь, беленькие по синему небу скользят. Вот. Волничка присутствует, но очень незначительная такая. И ком же, прыгают такие, радуются. И мы тоже. Хорошо? Иди отпускай. Дофига попросил, да? Знаешь что, давай начнем с неба синее и облачка без ветра. И рыба клюет. Не, это вот как бы, если это сделаешь, то тогда рыба клюет и отпускает. Ну, как бы надо какую-то затравочку. Удивительно, быстро наладилась погода, ветер стих. Вот мы пришли с рыбалки, нас поливало дождем. Повылезали всякие комары. Даже чай еще не успели попить, только закипел. А уже такая погода. Буду надеяться, что изменится все, потому что все затянуто вообще. Все серое. Вот. Но ветра нет, это уже классно. Пойду пить чай. Недолго длилась наша радость насчет улучшения погоды. Какой каминчик. Ура! Побеждена природа. Кто побеждал, молодец. Щуку режешь? Щука по-польски. Без костей. Так, это вторую порцию.
Ой, пошел космос. Лучком. Щучьи наггетсы. Сейчас попробуем. Попробуй. Класс. Горяченькие. Ну я пошел. Ну, а я тогда вторую порцайку сготовлю. Давай. Без салата будем делать. О, слишком холодный. Побольше рыбы. Так. Отлично. Еще одну. Огурцы. И соус собственного производства. Ага. А потом соберешь урожай. Главный ингредиент АСД. Держи. Сейчас. Как это вкусно. Да. Окуневые это один кайф. Ага. Щучьи это другой кайф. Щучка помягче. Окуневые тоже прекрасные, но они разные, короче. Щука действительно другая. У нас еще целая тарелка. Главное, чтобы пар не отходил.